Всем привет, с вами Bad Polygon, и это серия уроков из курса Mixer Fundamentals. Автор урока Джордж Пауэрс. На русский язык переведено и озвучено Bad Polygon, а ссылку на англоязычный плейлист от автора я оставлю в описании этого видео. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Также включите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых уроках. Ссылки на мой канал, Telegram и страницу Facebook я также оставлю в описании этого видео. Присоединяйтесь. Привет всем, это Джордж Пауэрс, Quixel, и в сегодняшнем видео мы собираемся рассказать о мощном модификаторе Circular Transform и о том, как вы можете использовать его в своих миксах. Итак, приступим. Модификатор Circular Transform создает круговой узор в вашей маске. Итак, давайте узнаем поподробнее, что делает каждая из настроек в этом модификаторе. Circular Transform имеет всего несколько настроек. Во-первых, у нас есть Mergence, который меняет размер шаблона, управляя диапазоном между внутренними и внешними полями. Mergence имеет два ползунка, и если мы возьмем левый ползунок, мы потянем за внутреннее поле, которое создаст пробел в середине узора. А если отрегулируем правую ручку, мы добавим внешний край. Repetitions определяет количество круговых повторений в узоре. Swirl закручивает узор, который становится более выразительным к центру узора и постепенно спадает по мере достижения внешнего края. И, наконец, Flip, который перевернет или отразит результат. Хотя Circular Transform очень прямолинеен, он содержит много возможностей для модификатора, поэтому давайте рассмотрим некоторые способы его применения. Обычно Circular Transform используется для создания узоров, поэтому давайте создадим здесь небольшой золотой медальон, используя этот модификатор. Во-первых, давайте добавим Mask Stack к сплошному слою, а затем применим Square Pattern. И все, что нужно сделать, это увеличить Repeat до значения 2. Хорошо, теперь мы добавим компонент Solid. Компонент Solid – это просто сплошной слой оттенков серого, а ползунок Brightness управляет значением шкалы серого. Увеличим значение до единицы, чтобы получить белый цвет. Хорошо, теперь давайте превратим квадрат в ромб по направлению к центру маски. Мы сделаем это, добавив модификатор Projection. Мы заблокируем модификатор Projection для этого Solid слоя, удерживая Alt и кликнув на слой. Теперь, когда этот модификатор влияет только на слой компонента Solid, мы можем установить режим Projection на Freeform и повернуть слой на 45 градусов. Затем, если мы уменьшим масштаб, мы получим фигуру ромба посередине. Если мы вернемся к сплошному слою ниже, мы можем изменить режим наложения на Subtract, что приведет к вычитанию более ярких пикселей из маски. Теперь вступает в действие Circular Transform. Мы можем взять эту маску напольной плитки и превратить ее во что-то совершенно другое, применив этот модификатор. Давайте настроим внутренний маркер Margin, чтобы создать красивое круглое пространство в центре маски, и мы также немного скорректируем внешний Margin, чтобы создать некоторое пространство между краями текстуры. В этом случае я оставлю количество повторов на 4, но вы можете легко увеличить это значение в зависимости от желаемого вида. То же самое с Swirl. Мы могли бы добавить здесь немного завихрения, но я оставлю его равным нулю. Хорошо, давайте добавим компонент Pattern поверх этого и выберем вариант Circle. Мы установим Repeats на единицу, а значение Spacing вручную установим на 60. Если мы установим режим наложения на Add, мы добавим этот узор круга к маске. Хорошо, давайте теперь поизвращаемся и добавим еще один Circular Transform поверх этого, и мы еще раз заблокируем модификатор для компонента ниже, который применит Circular Transform к только что созданной нами круговой маске. Хорошо, это выглядит круто, но давайте добавим еще один узор Circle, установим режим наложения на Add, а затем еще раз повторим X и Y. А затем мы настроим Spacing на 70, чтобы внутренний круг почти касался тех маленьких фигур, которые мы только что добавили. Теперь все, что осталось сделать, это добавить модификатор Bevel и немного уменьшить ширину. И вот и все. Хотя Circular Transform отлично подходит для создания подобных узоров, мы можем использовать его в более повседневных целях, поэтому давайте создадим маленькую садовую кладку для деревьев на тротуаре с помощью нескольких слоев маски. Для начала компонент Square Pattern. Мы оставим Repeat равным 4, но нам нужно будет уменьшить Spacing до 0. Давайте также установим Offset на 0.5, чтобы у нас получился вид ступенчатого наложения слоев. Хорошо, давайте перейдем к раскрывающемуся списку Brightness Jitter и активируем эффект. Поскольку я не хочу, чтобы это выглядело старым или поврежденным, я немного опущу ползунок Amount, чтобы у нас был некоторый уровень вариации высоты между кирпичами, но ничего, что будет слишком сильно выделяться.
Теперь мы могли бы также применить Gradient Jitter и сделать эффект очень тонким, но я не думаю, что в данном случае это необходимо, поэтому все, что мы сейчас сделаем, это раскроем список опций Bevel и придадим кирпичным краям очень небольшой скос. Окей, выглядит хорошо, теперь мы готовы добавить наш модификатор Circular Transform. Мы возьмем внутреннюю ручку Margins и потянем ее вверх, чтобы получился вырез посередине, а затем мы также слегка потянем наружу ручку Margins, чтобы у нас было немного пространства, разделяющее кирпичи и границы текстуры. И опять мы оставим Repetition на 4, а Swirl на 0. И наконец мы добавим Perlin Noise, максимально увеличим Frequency и установим Octaves на 8, чтобы получить очень шероховатый шум. Мы установим этот слой на Multiply, а затем уменьшим Opacity почти на 90%. Это добавит небольшие неровности на поверхность кирпичей, чтобы сделать вещи более правдоподобными. Если мы вернемся в режим PBR, мы сможем увидеть результаты красивой маленькой выкладки из кирпича для небольшого дерева. Когда мы добавляем данные сканирования и твердые слои, используя комбинацию наложения и маскирования на основе высоты, мы можем быстро преобразовать нашу карту высот от идеи к текстуре всего за несколько минут. Вот и все по Circular Transform. Я надеюсь, что это руководство будет полезно для вас и помогло вам еще больше разобраться в Mixer Mask Stack, чтобы помочь вам создавать потрясающие текстуры. Большое спасибо за просмотр, увидимся в следующем уроке.